Вглядитесь в это лицо, остановите взгляд, позвольте ему задержаться дольше обычного. Пройдитесь глазами по каждой линии, по каждому изгибу. Новый музей Берлина, пуленепробиваемое стекло, выверенная до миллиметра подсветка, и в центре этого почти священного пространства находится одна из самых знаменитых скульптур на планете. Бюст, который стал синонимом абсолютной женской красоты, эталоном, навязанным всему человечеству. Нефертити. Само ее имя звучит как далекий аккорд, долетевший сквозь 3 с лишним тысячелетия. «Прекрасная пришла». Так переводится ее титул. Четкие скулы, тонкая, невозможная шея, миндалевидные глаза, обведенные густой черной краской, и едва уловимая улыбка, будто знающая больше, чем позволено смертным, улыбка, обещающая вечность. Скульптор Тутмос, создавший этот образ более 3000 лет назад, был не просто ремесленником. Он был архитектором мифа, мастером идеологического искусства. Он не вылепил женщину, он сконструировал икону, заставившую поколение верить в безупречную, почти сверхъестественную природу египетской власти. Мы смотрим на этот бюст и дорисовываем в воображении мир роскоши и покоя, сладкую негу дворцов, густые ароматы лотоса, золотые ладьи, скользящие по водам Нила, и власть, не знающую ограничений. Мы сочиняем легенду о великой любви фараона-реформатора Эхнатона и его прекрасной супруги, осмелившихся бросить вызов древним богам и воздвигнуть город, посвященный солнцу. Но что, если этот бюст — самая изящная и самая чудовищная ложь в истории искусства? Что, если за идеальным лицом из известняка и краски скрывалась реальность, от которой у современного человека стынет кровь? Реальность не из золота и благовоний, а из гниющей живой плоти, наследственных уродств, непрерывной боли и жестокости, граничащей с безумием. На протяжении веков египетские пески хранили молчание. Гробницы вскрывались грабителями, мумии разрывались в поисках амулетов, имена безжалостно сбивались со стен врагами и преемниками. Казалось, правда утрачена навсегда. Но археология 21 века переписала правила игры. На смену романтикам с кисточками и пробковыми шлемами пришли генетики в стерильных лабораториях. Долина царей превратилась в гигантскую криминалистическую площадку. Томографы просвечивали мумии, не нарушая бинтов, секвенаторы ДНК проникали в пыль костей, чтобы прочесть код, записанный задолго до появления письменности. И то, что удалось извлечь из высохших клеток, разрушило привычный миф до основания. Это оказалась не история любви. Это хроника биологического краха. История семьи, которая, стремясь к божественной чистоте крови, превратила саму себя в морально-анатомический кошмар. Мы открываем засекреченное медицинское досье XVIII династии. Мы снимаем золотые маски, чтобы увидеть настоящие лица тех, кто правил миром. И эти лица пугают. Приготовьтесь. Вы увидите Древний Египет таким, каким его знали только патологоанатомы. Наше расследование начинается не в тронном зале, а в месте, больше похожем на тайник преступников. 1898 год. Золотой век египтологии. Французский археолог Виктор Ларе спускается в глубокую шахту в долине царей и открывает гробницу номер 35, официальное место упокоения фараона-воина Аменхотепа II. Но внутри его ждет шокирующая картина. Гробницу использовали повторно. В эпоху хаоса жрецы переносили сюда царские мумии, спасая их от разграбления. И в одной из боковых камер, прямо на холодном каменном полу, среди пыли и мусора, лежали 3 тела. Без саркофагов, без погребальных масок, с грубо сорванными льняными пеленами, древние воры, вероятно, рвали их в поисках драгоценных амулетов.
Перед исследователями открылась жуткая семейная сцена. Пожилая женщина с удивительно хорошо сохранившимися длинными каштановыми волосами, ее назвали «старшая дама». Рядом мальчик примерно 10 лет с традиционным локоном юности у виска. И третья фигура — молодая женщина, младшая дама. Ее состояние заставило содрогнуться даже видавших виды ученых. Зияющая пробоина на месте рта и левой щеки, раздробленная челюсть, выбитые зубы, вдавленные в область гортани, разрушенная глазница. Правая рука была отломана и лежала отдельно, словно сорванная в отчаянной схватке. Грудная клетка проломлена. Кто она? Почему ее лишили погребальных почестей? Почему бросили в чужой гробнице, отняв имя? Второй и самый важный ключ к вечности — кто-то очень могущественный хотел, чтобы память о ней исчезла. Но ДНК не умеет забывать. Спустя 100 лет мумии заговорили. 2010 год. Каирский музей. В подвале, защищенном от жары, начинает работу стерильная молекулярная лаборатория стоимостью в миллионы долларов. Захи Хавас собирает международную команду генетиков из Египта, Германии и Италии. Проект «Семья Тутанхамона» становится беспрецедентной попыткой извлечь генетическую информацию из останков, пролежавших под пустыней почти 3500 лет. Это все равно, что пытаться собрать роман из конфетти после взрыва. Жара разрушает молекулы, бальзамировочные смолы уничтожают материал. Тысячи людей касались мумий, оставляя свою современную ДНК. Ученые использовали микробуры, чтобы взять чистые образцы из глубины бедренных костей, куда не добрались ни смолы, ни руки. Компьютеры сутками собирали миллионы фрагментов. Когда появились результаты, им не поверили и повторили анализ в независимой лаборатории в США. Ошибки не было. Первая сенсация — старшая дама оказалась царицей Тией. Младшая дама — биологической матерью Тутанхамона. Отец был известен — Эхнатон, чья мумия найдена в загадочной гробнице КВ-55, и генетика это подтвердила. Но кем была мать? Не Нефертити. У нее не было титула царской дочери. И тут прозвучал главный приговор. Младшая дама была дочерью Аменхотепа III и Тии. Эхнатон — тоже их сын. То есть родители Тутанхамона были родными братом и сестрой. И это было лишь начало трагедии. Почему они шли на это? Фараоны считали себя потомками богов, а боги, согласно мифам, вступали в браки между братьями и сестрами. Кровь фараона воспринималась как священная субстанция, и смешать ее с кровью простых людей означало осквернить ее. Они мечтали создать божественную династию, но получили генетическую катастрофу. Искусство Амарны с его вытянутыми черепами, женственными бедрами у мужчин и длинными пальцами долго считали символизмом, стилизацией, а некоторые видели в нем даже следы вмешательства инопланетян. Но ДНК показала иное. Перед нами проявление наследственных болезней. Вероятные диагнозы включают синдром Марфана с удлинением конечностей и деформацией грудной клетки, гормональные сбои, придававшие мужчинам женственный тип фигуры, преждевременное срастание черепных швов, вызывавшее вытянутую форму головы и мучительные головные боли, редкие мутации, разрушающие кости. Тутанхамон, которого долго изображали здоровым, юным воином, был тяжело больным подростком. У него была расщелина неба, сильнейший сколиоз, тяжелая косолапость, болезнь Келлера второго типа, разрушающая кости стопы. Каждый шаг причинял ему адскую боль. В его гробнице нашли 130 тростей. Не символы власти, а жизненно необходимые костыли. Он умер не в бою,
Организм, ослабленный инцестом, не справился с малярией и инфекцией после перелома ноги. Но младшая дама остается самой мрачной загадкой. Реконструкция ее травм показала — это не несчастный случай. Это удар тяжелым лезвием по лицу, нанесенный при жизни, кровь пыталась свернуться. Это казнь. Или убийство в приступе ярости. И, возможно, оно произошло в самом дворце Ахетотона, в хаосе последних лет правления. Кто отдал приказ? Кто ее боялся? Кто ненавидел? Далее еще одно открытие. В гробнице Тутанхамона нашли 2 мертвых новорожденных девочек. Генетика доказала, что это его дочери. Их мать — Анхесенамон, дочь Эхнатона и Нефертити. Очередной виток инцеста. Обе девочки были тяжело больны и нежизнеспособны. Так угасла великая линия Тутмосидов, не на поле битвы, а в тишине родильной комнаты. А Нефертити исчезла. Однако данные из Дар-эль-Берш свидетельствуют, что она была жива на 16-м году правления Эхнатона и, возможно, стала его соправителем. Она могла править как фараон под именем Нефернефруатон или Сменхкара. Где ее тело? В 2015 году Николас Ривз заявил, что гробница КВ-62, где был найден Тутанхамон, изначально предназначалась для женщины. Под штукатуркой северной стены он увидел следы замурованного прохода. Гробница Нефертити может находиться прямо за этой стеной, в нескольких метрах от туристов. Радары японского специалиста Ватанабе показали наличие пустоты и металлических объектов, но последующие сканы дали противоречивые результаты. Египетские власти опасаются повредить уникальные росписи и не разрешают вскрывать стену. Нефертити одновременно может быть там и не быть. И, наконец, черепа. Амарнские принцессы изображались с вытянутыми головами, и томография показала, что их черепа действительно были удлинены, хотя и не в такой гротескной форме, как в искусстве. Антропологи обнаружили следы искусственной деформации. Младенцам бинтовали головы досками, чтобы они походили на Эхнатона. Болезнь превратили в культ. Уродство — в канон красоты. Представьте младенцев, чьи мягкие черепа стягивали тугими повязками. Ахетотон был золотой клеткой. Изолированный город, фанатичный отец, амбициозная мать, больные дети. Они существовали только среди своих. Это была секта. Судьба Тутанхамона — отдельная трагедия. Его мать убита, мачеха, возможно, презирает его. Он болен, он марионетка в руках Эйе и Хоремхеба. Его смерть в 19 лет — не случайность, а закономерный итог вырождения рода. После него династия рухнула. Жрецы методично уничтожали имена амарнского периода, операция «Damnatio Memoria» почти стерла их из истории. Но ДНК вернула им голоса. Теперь мы видим под золотой маской не Бога, а страдающего ребенка. Под идеальным бюстом — не вечную красавицу, а отражение человеческих амбиций, фанатизма и страха. И сегодня младшая дама лежит под стеклом, изуродованная, но больше не безымянная. А Нефертити, возможно, все еще ждет за замурованной стеной. И стоит ли разрушать эту стену в гробнице Тутанхамона, рискуя неповторимыми росписями ради шанса найти ее? Или некоторые тайны слишком тяжелые, чтобы человечество было готово их вынести? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.